Всем привет! Спасибо, что заглянули ко мне на видео. Меня зовут Марина. В сегодняшнем видео я хочу вам показать коллекцию своих палеток. У меня небольшая коллекция, в основном это бюджетные палетки. Ну, есть и кое-что чуть-чуть подороже. Присаживайтесь поудобнее. Надеюсь, вам понравится мое видео и моя небольшая коллекция палеток. Хочу начать вот с первой палетки. Это первая моя палетка, которую я приобрела. Это палетка от Catrice. Catrice в этом году, или в том году это было, перезапустил такую палетку, но это из первых. Хорошая палетка, мне нравятся цвета, здесь все шиммерные цвета, но она очень сыпучая. Пигментация средняя, но раньше я ей пользовалась достаточно много. Давайте я покажу несколько сводчей. Все сводчить не буду, так как не хватит времени. И достаточно длинное видео получится. У многих видел тоже палетку. Все говорят, что она сыпучая. Это и вправду, она рыхлая и сыпучая. А цвета достаточно красивые. Мне нравится. Это моя гамма цветов. Также у меня есть такая же палетка в новой версии. Я взяла, которая называется Nude. Очень хорошая. Да, она немного лучше, чем старая версия. Здесь шиммер достаточно яркий, но она не такая сыпучая, как предыдущая. Хорошие цвета. Мне очень понравилась эта палетка. Смотрите, какие красивые шиммеры. И очень понравился вот этот цвет. Очень яркий. Вот такие вот сводчи. Хорошая палетка. Также мне из этой серии понравилась палетка, если не ошибаюсь, она называется Mauve. Как-то вот так вот. Также я вам хочу показать свою первую палетку от Revolution. Это была моя первая палетка от Revolution и первый заказ с этого сайта. Эта палетка пошлась мне очень бюджетно. Она была с 50% скидкой, и я ее заказала. Вот такая вот красавица. Достаточно большая. Поэтому с тех пор я не беру большие палетки. Мне они как-то больше уже не нравятся. И они не вместительные. Кстати, здесь очень хорошие румяна, бронзер и хайлайтер. Хайлайтер, посмотрите, какой красивый. Ну, все хайлайтеры от Revolution очень хорошие. Здесь очень хорошие тени. Я достаточно много ей пользовалась, но они тоже сыпучие и рыхлые. Достаточно нюдовая такая повседневная палетка, на мой взгляд. Давайте покажу несколько вам оттенков. Матовые, кстати, тоже хорошие здесь цвета. Ну, здесь вот матовый не очень передался. Хорошая палетка, но в последнее время я ей не пользуюсь. Но избавляться от нее не собираюсь. Пусть лежит в коллекции. Следующая моя палетка. Это палетка от W7. Знаете, этот бренд, он больше выпускает дюбов, как от Анастасии Беверли Хиллз, а-ля Худа, что-то в этом роде. Вот это именно вот а-ля Худа The Nude, которая палетка. Кстати, достаточно очень хорошая палетка, мне она нравится. Я ей тоже очень много пользовалась. Я ее долго искала, у нас не было в продаже в нашем городе, но потом она появилась, и я ее купила. Здесь очень красивые вот эти вот металлики. Очень красиво смотрятся, они такие вот жирненькие, не сыпятся, да и матовые тоже очень хорошие здесь. В общем, палетка замечательная. Смотрите, красота. Но в последнее время я ей не пользуюсь, так как есть другие палетки. Но мне очень здесь нравятся вот эти вот металлики, как фольга они. В общем, могу рекомендовать, хорошая палетка. И
Матовые тоже очень хорошие, пигментированные. Тоже нравится эта палетка. Следующая моя палетка тоже от Revolution, тоже хорошая серия. У меня это Emerald. Есть разных цветов. Эта серия тоже многим нравится. Я выбрала вот эту зеленую. Здесь очень-очень красивые вот эти вот дуохромы. Вот эти вот спарклы, можно сказать. Очень красивые. Вот, смотрите. Качество, кстати, очень хорошее. Пигментация. Вот этот зеленый цвет. Дуохром. Мне очень нравится вот этот дуохром. До сих пор есть эта палетка в продаже, я знаю. Очень красивые цвета. Единственное, здесь рыхловатые матовые оттенки. Но вот это просто шик, блеск, красота. Еще одна палетка от Revolution. Это недавняя тоже достаточно моя покупка. Эта палетка называется Courage из серии Animal, Wild Animal. Тоже достаточно хорошая палетка, но я еще так ее не распробовала хорошо. 2 раза сделала макияж. Здесь как шиммеры, так и сатиновые оттенки. Кое-какие цвета пигментированные, некоторые нет, я имею в виду матовые. Здесь есть также рыхлые цвета, которые не набираются на кисточку. А так палетка очень-очень даже хорошая, мне нравится. Например, вот этот цвет, он очень рыхлый. Цвета просто красивые, бомбические. И вот этот цвет тоже он рыхловатый. Кстати, какие-то цвета, по-моему, я уже сказала, не набираются на кисти, они переносятся или пальчиком, или влажной кистью. Очень красивые цвета. Такая палетка, мне кажется, и нюдовая. Можно сделать макияж и нюдовый, и яркий. Сатиновые оттенки, да, они не такие яркие, как вот эти вот шиммеры. Но мне нравится эта палетка. Тоже видела несколько обзоров и потом решила ее купить. Еще одна палетка от Revolution. Я очень люблю этот бренд. Он в последнее время не заказываю, потому что невыгодно. И платите почти 6 евро доставку. И надо идти самой брать. Курьер не приносит почему-то. И она приходит на почту. Обыкновенную нашу греческую почту. Я не знаю, почему так. Платишь 6 евро, да еще надо самой идти туда. И ждать где-то надо 5-6 дней. Тоже хорошая палетка. Тоже в этом году вышла эта палетка. Сейчас, кстати, у Revolution каждую неделю выходят эти палетки от I Love Revolution или I Heart Revolution из серии Tasty Coconut. Я смотрю много англоязычных блогеров. И каждую неделю они показывают новые палетки из серии Tasty. Там из тыквы вышло, и какие-то осенние палетки вышли. Но мне почему-то они не понравились и не зашли. И последняя палетка, это летняя палетка с Coconut. Тоже достаточно средняя палетка. Есть цвета, которые не переносятся. Есть рыхлые цвета. Вот этот очень рыхлый цвет. Рыхлые цвета они не переносятся кисточкой. Ну, такая палеточка фиолетово-бежевая. Пару раз тоже делала макияж. Мне она тоже понравилась. Такая летняя палетка. Очень красивый вот этот болотный цвет. Кто пользовался палетками, тенями от Revolution, знает, что какие-то переносятся ярко, какие-то нет. В общем, ну, само оформление чего стоит. Вот такие вот красивые цвета. Матовые, достаточно хорошие. Здесь мне нравятся вот эти вот для растушевки цвета. Замечательные. Следующая моя палетка тоже от I Heart Revolution. Это серия шоколадки. Это медовая шоколадка. Я не знала, что она полностью шиммерная, но мне понравилась. Очень яркая.
Хорошая палетка, тоже половина шиммеров переносится на кисть, половина нет, надо пальчиком. Достаточно яркие вот такие вот цвета, тоже есть рыхлые цвета, но ничего страшного, думаю, просто надо их пальчиком или на влажную кисть переносить. Вот такие замечательные цвета, яркая, акцент на глазах, делать хорошо вот именно этой палеткой. Следующая моя палетка тоже от I Heart Revolution из серии Tasty. Это у меня кофе, моя самая любимая палетка. Часто к ней тянется рука. Хорошая палетка. Вот этот цвет единственный рыхлый. Вот этот. Да, вот эти два цвета, они рыхлые и переносятся не так уж хорошо. Надо пальчиком их переносить. Ну, палетка мне очень нравится, особенно нравится вот этот цвет для растушевки, очень красивый. И вот этот, ну, красивые цвета, мне очень нравятся. Люблю эту палетку, она тоже многим нравится, слышала хорошие отзывы, и поэтому я ее и купила. В общем, могу рекомендовать, девочки, цвета красивые, такие вот неяркие. Такая бежевая палеточка. На каждый день, мне кажется, самое то. Также у меня есть палетка от Revolution из серии Reloaded Fundamental. Очень люблю тоже эту палетку. Эта палетка такая нейтральная, на каждый день. Раз-раз накрасил и пошел. Единственное, здесь вот этот топерный цвет. Он не переносится. Его надо на что-то, на какую-то подложку, поэтому он и топерный. Вот, и вот этот очень рыхлый цвет, прям ужасно рыхлый, но цвет красивый очень. Очень хорошая серия Reloaded. Также хочу приобрести, мне очень нравится Rose Velvet. Красивые оттенки, хорошая палетка. Следующая палетка это от бренда Lotte London. Люблю эту палетку, очень хорошего качества, это британский бренд. На русскоязычном ютубе я ее не видел ни у кого обзор. Почему-то наши бьюти-блогеры ее как-то не покупают и не обсуждают, и не видела, в общем, обзора на нее. А у англоязычных блогеров достаточно популярный этот бренд, и видела обзоры на нее, поэтому и купила. Ее я купила на Look Fantastic. Цвета очень красивые. Шиммеры здесь просто замечательные. Пигментация хорошая, не такие сыпучие они. Нормально сыпятся, но и не так. Мне кажется, все тени сыпятся. Дорогие ли они или бюджетные. Мне очень нравятся здесь вот эти яркие шиммеры. Очень красивые. Передаются вот замечательно просто. Также и матовые, очень пигментированные. Тоже очень люблю эту палеточку. Следующая моя палетка это от Essence. Люблю тени очень от Essence. Эта палетка вышла тоже летом, даже весной. Есть в зеленом и в розовом, но я взяла в розовом. Это мои любимые оттенки. Здесь пигментация средняя. Шиммеры какие-то переносятся, какие-то нет. Вот этот шиммер, кстати, переносится не так уж хорошо кистью. Такие вот красивые шиммеры. Да, они не такие яркие. Но мне палетка нравится, хорошая. Вот такой вот бордовый красный цвет. Тоже хорошая палетка, но я ей много раз не пользовалась, где-то 2 раза. В общем, еще как-то не расследовала ее, но она мне нравится. Вот, по цветам очень даже хорошая. Черный цвет достаточно интенсивный здесь. Вот такие вот здесь шиммеры. Хорошая палетка. Еще одна моя палетка от Essence. Это из серии Города. У меня есть только Ола Рио. Номер ее 04.
Тоже люблю эту палетку, тоже такая нейтральная. Единственные два ярких цвета — это вот эти два шиммера. Тоже очень яркие. Красивая, хорошая палетка. Матовые тоже достаточно хорошие. Тоже люблю эту палетку. Следующая палетка — это недавнее тоже мое приобретение. Это от компании Technic Cosmetic. Это британский или немецкий бренд, мне кажется, британский. Это такие вот как фольга тени. Очень красивые, делать акцент на глазах, но вот этот очень рыхлый цвет. И вот этот красный, он оставляет тинт. Очень тяжело его потом стереть. Давайте я покажу несколько сводчей. Вот смотрите, я слегка притронулась, и смотрите, какой цвет, какой пигмент, какая яркость. Ну, красивый. Мне они тоже очень нравятся. Да, не на каждый день. Не на весь глаз, конечно. Это вот как акцент сделать чуть-чуть. В общем, красивый цвет. Я люблю эту палетку тоже. Мне она нравилась. Долго на нее смотрела. Ну, думаю, ладно, куплю. Она очень бюджетная. Все тени Technic, они, кстати, достаточно бюджетные. Следующая палетка от Rimmel. Она мне не очень понравилась. Это номер ее 7. В этой серии, по-моему, 8 палеток. Заказывала я ее с Натиной, если не ошибаюсь. Достаточно такая палетка, не такая яркая. И здесь нет шиммера, здесь все сатин. И она не такая пигментированная, ну и не яркая. Да, сатин — это вообще-то не яркие тени. Вот. Матовый надо наслаивать. Вот. Такая палетка среднего качества. Я от нее не в восторге. Ну, пусть лежит. Пригодится, может быть. Я от палеток никогда не избавляюсь. Я их не выкидываю. Зачем покупать, если потом выкидывать? Ну, буду пользоваться, но, конечно, редко, так как она не такая пигментированная. Еще одна моя любимая палетка от Essence. Это палетка Nude под номером 10. Хорошая серия, кстати. Здесь очень хорошие шиммеры. Она многим понравилась. Пигментация очень хорошая. Вот Nude растушевывается очень хорошо. Мне очень нравится. Такая палетка, знаете, встал, накрасился и побежал на работу. Это вот с этой серии. Тоже люблю эту палетку. И многим она тоже понравилась.